Есть одна неочевидная причина ссор мужа и жены. Когда вы ссоритесь с вашим мужем, вы явно в этот момент не думаете о том, что причиной может быть потеря доверия. Как это может звучать? Например, может быть, он изменяет мне? Куда он уходит, что так поздно возвращается домой? Или более банальная и часто распространенная тема, когда жена просит мужа что-то сделать, и про себя или вслух добавляет фразу: "Но он опять, наверное, облажается. Конечно, он же не может сделать все так, как мне нужно". Поговорим про это в этом видео, расскажу вам, что делать с этим потерянным доверием. Сможете сами продиагностировать, заметить, если это в ваших отношениях. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подписывайтесь, если чувствуете, что отношения вам пора улучшить. Часто люди ошибочно думают, что вот если я не доверяю тому человеку, то это можно заметить по осознанным мыслям в моей голове. А потому что мне кто-то рассказал, что этот человек способен сделать плохо, и тогда я осознанно держусь подальше от этого человека. Но это то отсутствие доверия, которое уж слишком на поверхности. На самом деле доверие – это более глубокая тема. И в отношениях с близкими людьми, раз уж вы их выбрали близким, вашему мозгу очень удобно не замечать, что на самом деле вы им не доверяете. Откуда же берется это недоверие, патологическое недоверие? Когда вы заранее в человеке видите, что он снова сделает что-то не так, как вы договорились. Берется это, конечно же, из детства. Знаю, что очень многим это не нравится, и хотелось бы, чтобы к детству мы, психологи, ничего бы не привязывали. Ведь людям не хочется трогать детские воспоминания, ведь там часто очень больно. Но такова правда жизни. Действительно, мы рождаемся чистым листом бумаги и формируемся в тех условиях, в том окружении, в котором находились в раннем детстве. И тогда, если мама не доверяла папе или папа маме, вот он пример. Мужу не надо доверять, это опасно. Или если мама не доверяла вам и говорила фразу, что ну вот ты опять облажаешься, или ну снова ты, ну понятно, ты же не можешь сделать это хорошо. И вы запоминаете эти примеры как шаблон, и дальше начинаете видеть ваших близких людей через эти шаблоны. А доверие вообще является фундаментом отношений. Вы можете представить отношения как дом. Есть фундамент, есть несущие стены, есть крыша, есть стены, которые можно легко менять, не несущие стены. Так вот, доверие относится к фундаменту. Без доверия хороших отношений быть не может. Что такое хорошие отношения? Это там, где вы больше испытываете счастье, чем несчастье, где вам комфортно, хорошо, где вам больше позитивных эмоций. Поэтому темой доверия обязательно нужно заниматься. И это доверие нужно увеличивать внутри себя, а не требовать от человека, чтобы он соответствовал всему, что вы делаете. Это не значит, что нужно будет дальше жить с тем, кто изменяет. Нет, но вы можете влиять на вашу степень доверия людям только внутри себя. Если вы готовы к изменениям, то можете начать с первой ступени моих курсов про отношения. Она абсолютно бесплатна прямо сейчас. Пока еще бесплатно. А про доверие я рассказываю подробно, даю теорию и 3 упражнения важных на прокачку этой своей способности доверять во второй ступени курса. Поэтому, если готовы к изменениям, если готовы научиться строить доверительные крепкие отношения с тем партнером, которого вы уже любите, то ссылка на первую ступень под этим видео.